Сегодня казалось, что жизнь в мире замерла. Международный аэропорт Инчхон, обычно такой же оживленный, как всегда, внезапно оказался в центре внимания всего мира, когда BTS наконец вернулись в Южную Корею после завершения съемок фильма KARRANK. Не было ни грандиозной сцены, ни неожиданного концерта, ни каких-либо громких объявлений заранее. И все же, как это часто бывает, мир снова замер по одной причине – Ким Тэхён. Видео, на котором Тэхён непринужденно идет по аэропорту вместе с другими участниками BTS, быстро распространилось в социальных сетях. В коротком ролике Тэхён выглядел просто, но эффектно, в красной кожаной куртке, которая мгновенно стала предметом обсуждения. Не потому, что был раскрыт бренд, не из-за чрезмерной стилизации, а из-за того, как он ее носил, спокойно, непринужденно и безошибочно в стиле Тэхёна. В течение нескольких минут ключевые слова, такие как «Тэхён в аэропорту», «Красная кожаная куртка» и «BTS вернулись в Корею», возглавили глобальные поисковые тренды. Корейские СМИ отреагировали быстро, а международные фанаты заполонили такие платформы, как X, Instagram и TikTok, видеороликами, скриншотами и комментариями, полными восхищения. Многие назвали этот момент естественным продолжением того, что недавно стало известно как «эффект Тэхёна». Интересно, что эта волна ажиотажа началась вскоре после того, как мир еще обсуждал вирусный момент с Тэхёном в Лиссабоне, Португалия. Тогда одной простой фотографии, сделанной в небольшом кафе, было достаточно, чтобы превратить один уголок города в место мирового значения. Теперь же в корейском аэропорту развернулась похожая ситуация. Без чрезмерных усилий, без искусственного выражения лица суперзвезды, Тэхён еще раз доказал, что истинное влияние часто рождается из самой простой искренности. На видео из аэропорта Тэхён идет рядом с другими участниками BTS, время от времени кланяясь в знак приветствия, слегка улыбаясь в камеры и подстраивая свой шаг под ритм группы. Не было никаких драматических жестов, никаких попыток перетянуть внимание на себя. И все же именно поэтому внимание всего мира, казалось, приковалось к нему. Естественно, красная кожаная куртка стала ярким контрастом, смелый цвет, мягкий характер. Корейские развлекательные порталы назвали появление Тэхёна в тот день случайно культовым. Многие журналисты подчеркнули, как один простой модный выбор в общественном месте может произвести глобальное впечатление. Всего за несколько часов красная кожаная куртка Тэхёна стала предметом обсуждения среди модных обозревателей. Несколько аналитиков отметили, что этот момент был не о трендах, а о личной ауре, которую невозможно повторить. Однако наибольшее внимание привлекло не само платье, а выражение лица Тэхёна. Его лицо выглядело расслабленным, почти как у человека, вернувшегося домой после долгого путешествия. В нем чувствовалось искреннее тепло, особенно когда он смотрел на других участников BTS с легкими, искренними улыбками. Для многих фанатов этот момент был очень личным, словно они стали свидетелями фрагмента его реальной жизни, а не просто встречи с человеком, отделенным от них экранами и грандиозными сценами. Возвращение BTS в Корею после съемок фильма KARRANK также имело свою эмоциональную значимость. Фильм был описан как глубоко значимый проект, объединяющий культурную идентичность и личные истории участников. В результате это возвращение домой ощущалось не только физически, но и эмоционально. Пауза, момент размышления. В этой атмосфере присутствие Тэхёна ощущалось еще сильнее, не как намеренный центр внимания, а как эмоциональный якорь. Международные СМИ быстро связали этот момент в аэропорту с более ранним феноменом в Португалии. В нескольких статьях отмечалось, что Тэхён, похоже, сейчас находится на этапе, когда каждый маленький шаг имеет глобальный резонанс, не из-за рекламной стратегии, а потому что публика чувствует с ним эмоциональную связь. От небольшого кафе в Лиссабоне до зала прилета в Инчхоне общая нить остается неизменной – честность через простоту. Поклонники в Корее встретили возвращение BTS с теплым энтузиазмом, а не с чрезмерным ажиотажем. Многие говорили, что одного лишь вида Тэхёна, непринужденно прогуливающегося по аэропорту, было достаточно, чтобы почувствовать к нему близость. Комментарии типа «он не изменился, его аура всегда спокойная» и «Тэхён всегда кажется человеком» заполнили разделы комментариев на различных новостных порталах. Тем временем, иностранные фанаты пережили то, что они в шутку назвали эмоциональным шоком.
Всего несколько дней назад внимание всего мира было приковано к Португалии из-за одной фотографии Тэхёна. Теперь же фокус снова переключился на Корею из-за одного видео из аэропорта. Многие шутили, что Тэхён, кажется, носит с собой внимание всего мира, куда бы он ни пошел, даже не пытаясь этого сделать. Примечательно, что сам Тэхён вообще ничего не сказал. Не было ни специального поста, ни длинной подписи, ни пояснения. Это молчание лишь усилило впечатление его искренности. В индустрии развлечений, часто наполненной тщательно контролируемыми сюжетами, молчание Тэхёна само по себе воспринималось как заявление. Он позволил моменту говорить самому за себя. Некоторые корейские наблюдатели за поп-культурой предположили, что Тэхён теперь представляет собой новую форму глобального влияния знаменитостей, влияние, создаваемое не агрессивной публичностью, а постоянным присутствием и непринужденным поведением. Эффект ощутим. От онлайн-обсуждений до освещения в основных СМИ даже национальные телеканалы выделили видео из аэропорта как пример того, как один простой момент может объединить внимание мировой общественности. В то же время единство BTS также привлекло внимание. После периода индивидуальной деятельности и отдельных проектов, их возвращение вместе в общественное пространство обеспечило фанатам ощущение стабильности. Тэхён, идущий в составе группы, не был ни впереди, ни позади. Эта позиция казалась символичной, он сияет, но при этом остается частью целого. Сегодня Корея вновь оказалась в центре внимания мировой индустрии развлечений. Но, в отличие от обычного, это внимание исходило не от музыкальной сцены или крупной пресс-конференции. Оно пришло из коридора аэропорта, от непринужденных шагов Ким Тэхёна в красной кожаной куртке, спокойной улыбки и уверенной осанки. Это явление еще раз напоминает публике, что в цифровую эпоху подлинность – самая ценная валюта. Тэхёну не нужно говорить громко, чтобы его услышали. Ему не нужно выглядеть чрезмерно, чтобы его запомнили. Просто будучи самим собой, мир приходит к нему. Для многих это видео из аэропорта больше, чем просто новость о возвращении BTS. Это напоминание о том, почему Тэхёна так глубоко любят, не только как участника BTS, не только как мировую икону, но и как человека, который приносит тепло в мир, движущийся слишком быстро. И сегодня в аэропорту Кореи мир снова на мгновение замер, чтобы посмотреть, как он идет домой. В заключение, возвращение BTS в Корею на этот раз ощущалось не просто как обычное путешествие. В свете вспышек фотокамер и суете аэропорта Ким Тэхён в очередной раз продемонстрировал, что наибольшее влияние не всегда оказывают грандиозные поступки или громкие слова. В красной кожаной куртке, неторопливыми шагами и скромным поведением он создал момент, который казался человечным и теплым, но при этом имел глобальное значение. От небольшого кафе в Португалии до коридоров аэропорта Инчхон нить остается неизменной. Искренность, простота и честное присутствие делают Тэхёна не просто видимым, но и ощутимым. Именно это превращает каждое его появление в нечто большее, чем просто развлекательную новость. Это становится культурным событием, объединяющим внимание всего мира. И, как всегда, не прилагая особых усилий, Тэхён доказывает, что его обаяние никогда не угасает, оно просто продолжает расти естественным и неотразимым образом. По мере распространения видеозаписи начала формироваться более глубокая дискуссия, выходящая за рамки моды, встреч со знаменитостями и даже за рамки группы BTS. Зрители реагировали не только на то, что Тэхён носил или как он ходил, они откликались на то, какие чувства вызывал у них этот момент. В мире, перенасыщенном тщательно подобранными образами и громкими заявлениями, это тихое появление казалось успокаивающим. Оно казалось настоящим. Многие фанаты отметили, как редко можно увидеть такой спокойный момент от мировой суперзвезды, не создающий ощущение постановочности. Не было преувеличенных приветствий, натянутых выражений лица, попыток контролировать ход событий. Вместо этого ощущалось доверие к тому, что просто появиться таким, какой он есть, было достаточно. И это действительно так. Аэропорт – место, часто ассоциирующееся с хаосом и суетой, в этом коротком ролике внезапно замедлился. Неторопливые шаги Тэхёна, казалось, смягчали окружающий шум, как будто само время подстраивалось под его темп. Некоторые фанаты описали видео как «целебное», другие сказали, что оно напомнило им о необходимости дышать.
Эти реакции могут показаться драматичными, но они раскрывают нечто важное. Влияние больше не измеряется только цифрами или заголовками, а эмоциональным резонансом. Наблюдатели также заметили, как присутствие Тэхёна незаметно влияло на энергетику группы. BTS шли вместе естественно, непринужденно, как люди, которые разделили не только успех, но и долгие пути, и тихие моменты за кулисами. В их движениях чувствовалась невысказанная гармония, напоминание о том, что их связь остается нерушимой, несмотря на время, расстояние и индивидуальные пути. Для давних поклонников это возвращение имело множество смыслов. BTS выросли, изменились и эволюционировали за эти годы, как артисты и как личности. Их воссоединение в такой обычной обстановке, в коридоре аэропорта, а не на стадионе, казалось символичным. Это говорило о преемственности. Независимо от того, как далеко они путешествуют или чего достигают, некоторые вещи остаются неизменными. Роль Тэхёна в тот момент казалась особенно трогательной. Он не занимал центральное место, но его присутствие стало опорой всей сцены. Этот баланс между индивидуальностью и единством давно является частью его привлекательности. Он выделяется, не отстраняясь, сияет, не затмевая других. Это тихая сила, которая не требует внимания, но неизбежно его привлекает. Позже модные критики более подробно проанализировали красную кожаную куртку, но многие пришли к одному и тому же выводу: если убрать Тэхёна из уравнения, куртка потеряет свою привлекательность. Магия была не в самой вещи, а в том, как легко он ее носил. Уверенность не была кричащей. Она не заявляла о себе. Она просто существовала. Эта непринужденная уверенность стала определяющей чертой публичного образа Тэхёна в последние годы. Вместо того, чтобы гнаться за трендами или поддерживать жесткий образ, он, кажется, действует интуитивно, руководствуясь комфортом и подлинностью. Такой подход глубоко отзывается, особенно в наше время, когда многие чувствуют давление, заставляющее их демонстрировать разные версии самих себя ради одобрения. В ходе онлайн-дискуссий фанаты начали связывать воедино недавнее появление Тэхёна. Лиссабон. Теперь Инчхон. Разные страны, разные места, но реакция одна и та же. Одно изображение, короткое видео, и вдруг люди по всему миру чувствуют связь не только с ним, но и друг с другом. Разделы комментариев превратились в общее пространство для размышлений, восхищения и тепла. Некоторые фанаты признались, что пересматривали видео из аэропорта несколько раз не для анализа деталей, а чтобы заново пережить те чувства, которые оно им подарило. В простоте было что-то приятное. Приятно видеть, как человек, которым они восхищаются, спокойно, без спешки и притворства передвигается по миру. Странным образом, это немного облегчило ситуацию. СМИ начали описывать эту тенденцию как сдвиг в культуре знаменитостей. Идея о том, что сдержанность может быть сильнее зрелища. Что молчание может говорить громче, чем постоянная видимость. Влияние Тэхёна, похоже, заключается не в том, как часто он появляется, а в том, насколько глубоко каждое его появление затрагивает. Это также объясняет, почему его молчание после инцидента показалось таким значимым. Никаких последующих постов. Никаких объяснений. Никаких попыток извлечь выгоду из момента. Он позволил публике пережить это свободно, без всякого руководства. Этот выбор, намеренный или нет, укрепил ощущение того, что чувства людей были искренними. За кулисами инсайдеры индустрии предположили, что такой эффект невозможно создать искусственно. Маркетинговые команды могут планировать кампании, но они не могут воссоздать искренность. То, что произошло в аэропорту Инчхон, было спонтанным, органичным и, следовательно, мощным. Это напомнило многим, почему человеческие моменты по-прежнему важны в мире, управляемом алгоритмами. В течение дня видео продолжало появляться в телевизионных сюжетах, новостных статьях и списках трендов. И все же тон оставался неизменным. Это не воспринималось как скандал или зрелище. Это воспринималось как момент, простой, человеческий и тихо значимый. Для BTS возвращение ознаменовало новую главу в долгой, развивающейся истории.
Для Тэхёна это подтвердило то, что фанаты чувствовали уже давно, его способность устанавливать связь, не прилагая усилий. Быть здесь и сейчас, не притворяясь. Влиять без принуждения. В конце концов, возможно, именно поэтому мир замер. Не потому, что произошло что-то экстраординарное, а потому, что произошло что-то искреннее. Мужчина, идущий по аэропорту, одетый просто, в окружении людей, которым он доверяет, возвращающийся домой после важной работы. Никакой драмы. Никаких заявлений. Просто присутствие. И в этом присутствии миллионы нашли что-то, за что можно держаться. По мере того, как видео медленно исчезало из ленты новостей и внимание переключалось на следующий заголовок, чувство оставалось. Это спокойствие. Это тепло. Это напоминание о том, что подлинность все еще пробивается сквозь шум. Что иногда самые тихие моменты оставляют самое глубокое впечатление. Ким Тэхёну в тот день не нужно было ничего говорить. Его шаги, его выражение лица и его неподвижность говорили сами за себя. И снова, не прося об этом, он напомнил миру, почему он продолжает наблюдать за ним, не потому, что он требует внимания, а потому, что он заслуживает его, просто будучи самим собой.